Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Нему. Таро расклад. Чем дело кончится, чем сердце успокоится. Давайте с вами узнаем. Ну, для начала мы узнаем, что же там за дело такое. А вы подумайте, вот что вас, знаете, как триггерит, что для вас является какой-то болевой точкой. Хотя я, конечно, допускаю, что тут у каждого что-то свое и, может быть, вообще в режиме многозадачности. Или, допустим, несколько вопросов упираются все равно в решение, так или иначе, какого-то стартового вопроса. Может быть и так. Ну, давайте рассмотрим. Последние расклады, они меня так озадачили. Ну, мы не знаем, что сегодня. Может быть, эта история будет продолжена. Мне очень любопытно. И я действительно, мои дорогие подписчики, благодарна вам за ваши комментарии. Потому что, когда делаешь расклад, ничего не можешь понять, правда? Думаешь, елки-палки, это что вообще такое происходит? Поэтому, ну давайте, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Может быть, они и другую историю расскажут нам карты, а может быть, и будет продолжение. Для тех, кто смотрел последние расклады, там как-то не все просто. Итак, кто вы и что там за дело у вас, да? Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? А какая-то зависшая двойственная ситуация? Вроде жонглирую, да, этими пентаклями. Ну, стараюсь, что-то делаю, чтобы не уронить. Вот у кого-то будет финансовая брешь, пытаюсь закрыть ее, да, или пытаюсь какие-то два вопроса, может быть, одновременно, все-таки тут, скорее всего, что-то непростое решить, или какую-то зависшую, может быть, тоже ситуацию, дело, которое, может быть, какое-то время и развивалось, а потом опять какая-то пауза. Ну, вот пока я делаю расклад, так у нас тут точно пауза, она по ретро-урану. Ну, вот смотрите, может быть, это зависшее дело, которое на какой-то момент вам казалось, что оно уже вроде бы продвигалось. Вот я могу такое допустить. Развивалось, да? И вдруг, тем не менее, это вот первая карта, от чего мы отталкиваемся, кто вы и что происходит. Вы пытаетесь, ну как, вырулить, да? Не то, что даже на обгон, а среди какого-то, знаете, большого трафика или потока машин, среди потока обстоятельств, какой-то информации – но для кого-то вот был именно неожиданный момент, когда какое-то дело у вас застопорилось. Кто вы? Что у вас там за дело? И тут, наверное, все-таки двояко. Две карты, пентаклевая, жезловая – это больше деловая карта. Дела, работа, бизнес, я всегда об этом говорю. Или откуда к нам приходят деньги. Это может быть, однако, все же связанная история с конкретным человеком. Может быть, это любовь, личная жизнь, но вот именно где-то через личную историю, когда, скорее всего, какие-то неожиданности вас настигли именно от того, что конкретная персона, ну, может быть, или в чем-то проучаствовала, что для вас было, ну, как бы непредвидено, или наоборот, ни в чем не участвовала, а ушел по-английски или ушла, да? И я могу предположить, что, конечно, мы все разные, верно? Давайте так, обобщим немножко. У кого-то это будет означать все же, что есть тот человек, который вроде бы, понимаете, он за вас, по крайней мере, не против, это факт. Но и помощи-то ведь от рыцаря чаш нет. Это какие-то все равно эмоции. Может быть, это вы сейчас себя пытаетесь, ну, как бы перенастроить все равно на решение какого-то вопроса или найти альтернативный вариант. Это кто такой рыцарь чаш? Давайте узнаем. Вы знаете, тут, может быть, и есть какая-то персона, но я не вижу, что участвует в деле. Тут, скорее всего, ваши эмоции, когда у кого-то это будет связано с переездом. Или какие-то планы по части, может быть, ну так вот отчасти, где вы будете именно находиться. Может быть, и купля-продажа жилья, кстати, да? И уже были какие-то планы, или, может быть, это нерешенный вопрос вам как старта не дает. Потому что уже вроде как вы, ну, видели или составили себе какой-то план, может быть, да, или планы для того, чтобы именно продвигаться вперед. И совершенно неожиданная новость, может быть, вы получили, или какая-то неожиданность к вам приходит, когда вы понимаете, что да вот сейчас как бы дело-то не движется совершенно.
Или вы пытаетесь разобраться, на кого вы можете сейчас опереться, кому вы можете доверять перед лицом как раз неожиданностей. Карта колесницы говорит о том, что, возможно, как будто вот эта новость, которую или, может быть, вот неожиданность, с чем вот она у вас связана, она не последняя, мои дорогие. Вполне вероятно, какую-то вы еще информацию услышите, может быть, от того человека, которого вы хорошо знаете. Может быть, это даже где-то молодой человек, может быть, это, ну, иногда это говорит, может быть, это как родственник какой-то, все-таки кубки. Редко, конечно, но тем не менее, вот какое-то родство, и от него какая-то информация, может быть, приходит неожиданно. Вот значит, я могу допустить, у вас тут своих неожиданностей хватает, и вы получаете еще что-то. Может быть, уже получили. Или где-то на кону получение такое стоит. Что у вас за дело? А ведь и правда у кого-то связано с переездом. Вот мне хочется спросить, хорошо, так и что ж с этим переездом, Луна? Вот все то, что я сказала. Карта заслуженного успеха. Успех не отменяется явно, поскольку впереди старший аркан. Старший аркан, ну вот хотите верьте, хотите нет. Когда старшие арканы, это, знаете, как что-то в пространстве, во Вселенной. Мы не можем это отменить. Мы не можем это отменить. Вот те события, которые вас словно в тупик, может быть, поставили, вам, ну, как мы говорим, как по судьбе, выпало именно с этим столкнуться. У вас как будто новый путь. И знаете, вас, как высшие силы, кстати, если у вас что-то, ну, затормозилось, это явно не случайно. Тут вас как переориентировать на что-то хотят. Или как будто вы, может быть, чтобы рассмотрели другой какой-то альтернативный вариант. Тут явно что-то в вашей жизни происходит, мои дорогие, не случайно. И вот сейчас, на данный период времени, может быть и мыслей, планов, да очень много. Где-то вы понимаете, что я все равно не хочу вот какие-то свои планы менять. Вы уже на что-то настроились. Возможно, вы уже сегодня ищете решение вопроса или ищете новые варианты для того, чтобы осуществить, вот вашу поставленную цель. И эти варианты, они тоже для вас где-то неожиданны. Вообще карта колесницы – это карта успеха. У вас, понимаете, как конфигурация пути к успеху меняется, мои дорогие. Последняя карта Луна, тысяча неопределенностей. И поэтому, вот смотрите, тут тоже ведь двойственность. Двойственность, когда нам словно нужно, знаете, вот так вот бочком протиснуться, может быть, в какой-то ситуации и себе не навредить. Причем разные люди. Когда нам нужно быть немножко самим по себе. И вот эта двойственность, она вам, как ни странно, вы думаете, что она вас как будто останавливает. А вот кто знает? Ведь карта Луна говорит, что ты чего-то сейчас не видишь. Выглянет солнце, все встанет на свои места. И я допускаю, что для кого-то из вас, словно судьба, не случайно сталкивает с какими-то обстоятельствами ситуаций, чтобы вы куда-то, может быть, и не пошли. Или какое-то дело, даже если вот, ну, не идет она по вашему намеченному плану, чтобы это дело было несколько реструктурировано, пересмотрено, с каким-то другим подходом. Вы должны сделать какие-то очень важные выводы из этой истории, потому что тоже своего рода как кармический урок по аркану Луна мы попадаем в какую-то очень такую темную, мутную ситуацию, может быть, с мутными людьми, да, ну так относительно будем говорить, когда мы не знаем, что от них ожидать. Поэтому я очень часто по этой карте говорю, обычно изображены две башни в колоде, в колодах классических. И возле одной башни волк воет, да, а возле второй шакал. Вот вам ни к одной башне и ни к другой. И карта Луна как вот эту дорожку к свету показывает. Вот вам нужно пройти между. Вам может казаться, что я сейчас должен или должна делать какой-то выбор. Тут нет. Тут как будто нужно устремиться именно между. Как-то все очень сложно, непонятно. Ну ладно, давайте мы с вами продолжим. Ну, тут все таки действительно какая-то непростая ситуация. И, скорее всего, она у кого-то будет связана либо с новостями, либо когда вот именно сами обстоятельства у вас резко тоже поменялись. Вы, может быть, и услышали какую-то новость или получили даже какой-то документ.
Может быть, человек себя повел как-то неожиданно, но тут именно на фоне неожиданности ваш какой-то барьер жизненный получился. И этот барьер вы можете анализировать, где-то вы можете еще рассчитывать, может быть, на какого-то человека. Я такое тоже не исключаю, но карта Луна нам говорит, тебе придется словно пройти, исследовать непознанную землю без карты. Поэтому искусство мелких шагов. Что-то ты ускорить не можешь. И опять же, старший аркан, выглянет солнце, я сказала. То есть вот эти сумерки, вот эта темнота, она не будет продолжаться бесконечно. Но тут тот срок, который как по судьбе. Мы тут что-то ускорить не можем. Тут сами у вас будут ускоряться вот события, но, может быть, это из разряда, которые тоже и как информация или какие-то, может быть, и внешние события, да, в которых вы окажетесь, и из разряда ни в какие ворота не лезет. Но вот давайте, если, в принципе, вот где-то это вам знакомо. Наверное, самый первый вопрос, а что будет дальше? Ну, вот это сейчас. Или, может быть, нам немножко раскроют, что будет дальше. Королева Пентаклей. Но вам как будто новый порядок жизни, себя надо организовать совсем по-другому. Вам действительно, вы скоро услышите какую-то новость по рыцарю мечей. Ну, вы можете сами, кстати, услышав новость, куда-то отправиться. Вы можете точно так же отправиться, и если вы, ну, это, знаете, сродни инсайта, когда мы понимаем, что вот я сейчас не могу терять время. Это может быть и какой-то человек, который буквально, ну, может быть, как приходит в вашу жизнь, врывается в вашу жизнь. Или пусть это будет даже в виде сообщения, да, по рыцарю мечей. Самое главное вот сейчас видеть истину. Знаете, вот ни разу не пребывать, ну, как мы надеемся, да, на авось. Вот, кстати, по рыцарю чаш такое бывает. Нам хочется расслабиться, нам хочется вернуть какую-то прежнюю ситуацию. Мы 1000 раз можем спрашивать у себя, а почему все так криво пошло? Но, видимо, без этого, ну, не должна, или не получилась бы какая-то новая конфигурация. Смотрите, 3 рыцаря. Рыцари– это движение. Здесь и движение людей, как будто вокруг вас. Может быть, это по направлению именно к вам. А может быть, это взаимодействие ваше с определенными персонами. Движ какой-то вам явно предстоит. Может быть, он уже был. Вот как будто жизнь может ускориться. И для вас основная как бы задача, да, находить истину и правду. Это можно воспринимать как карту совет, но иногда с вами могут спорить. Поэтому вам как будто в 1000 неопределенностей. Тем не менее, по королеве Пентаклей сейчас, может быть, нужно и сохранять где-то финансы. Возьмите это себе, примите как бы во внимание. Но вполне вероятно, для кого-то это будет означать, если у вас действительно сейчас как финансовая сложная ситуация, вот вам нужно это благополучие сначала построить базис, а потом все остальное. Может быть и так. Но карта уже предвещает по королеве Пентаклей, что это у вас получится, мои дорогие. Потому что сильная сторона королевы Пентаклей, она надеется сама на себя. Это единственная карта в колоде, которая говорит нам об энергетике человека, который надеется сам на себя. И я не исключаю, что, может быть, это у кого-то из вас контакты с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. Или, в принципе, это те люди, которым мы можем доверять. И я могу предположить, что это для кого-то, ну, так вот, может означать, как кто-то вот из родственников, да. Иногда это, ну, больше тогда это, знаете, это как мать, хорошая хозяйка, заботливая жена, вот такое вот тоже может быть. Может быть, это как весть от такого человека, если вы сейчас на расстоянии. Вы и сами можете быть в таких энергиях отчасти. Вот теперь я подумала, да? Потому что вроде бы вы и, ну, где-то готовы посмотреть правде в глаза. Может быть, и сложно где-то, да? Вопросы эти присутствуют. Почему все так не сложилось? Ведь все как бы предвещало какой-то или успех, или победу. Но вы, кстати, действительно, ну, вот это что ждет дальше? Еще все равно приходит какое-то известие, и по 16-му аркану башня
Я точно так же, кстати, если мы спросили, что будет дальше. Так вот, кто-то в ближайшее время поймет, что вам куда-то не надо торопиться. Или когда вы начнете как редактировать свои планы, или куда вы намеревались отправиться, вы тут тоже что-то переиграете. Тут это будет связано именно с неожиданностями, когда, может быть, даже, ну, банально, куда вы так вот спешно собирались отправляться, в этом месте, или, может быть, это были договоренности с людьми, которые нарушаются, или в этой местности что-то не так происходит. Ну, трансформация карта, мои дорогие. Поэтому у кого-то из вас тут придется как будто корректировать планы. Давайте еще. Законы могут меняться, кстати. Карта мага. Тут ваш успех, он точно не отменяется. Он как будто перестраивается в новое русло. Совершенно другую конфигурацию он должен иметь. И правда, у кого-то на 180 градусов могут измениться, как и ваши планы, в соответствии с обстановкой или с какими-то новостями. Потому что как будто даже кто-то может поблагодарить судьбу за то, что не решился какой-то вопрос, а вы потом можете сказать: да и слава богу. Но так или иначе маг, да, магами не рождаются, ими становятся, потому что ждет? Вот какая-то новость, или, может быть, она будет связана с человеком, когда или у человека вот словно происходит вот эта башня, и к вам тогда он обратится за помощью. Может быть, и вы будете обращаться к кому-то за помощью. Но здесь все равно королева Пентаклей у вас достаточно сильная позиция. И я тут больше вижу, что для большинства из вас тут действительно можно будет поблагодарить судьбу, что сложилось именно так, как сложилось. Потому что то, что буквально будет дальше, может быть, в ближайшее время, хотя старшие арканы, они, по сути, они не имеют срока давности, понимаете? И мы не можем так запланировать. Это явно, ну, что-то может растянуться, может быть, и на месяц, и на два, а то и больше, на три, где-то так. Но вот, видимо, вы в этот период проходите как становление мага. Маг великий практик, но и королева Пентаклей тоже практик. Он умеет обустроить свою жизнь именно так, как он хочет, но при этом минимизирует свои расходы, как и энергетические, будем говорить, и его невозможно чем-то зацепить, имеется в виду эмоционально. Мы маг, или вот ваша ситуация, да, выпадает карта мага. Тут как будто сюрпризы не закончились, еще будут какие-то. Но это, знаете, вот по карте маг мы учимся не переживать еще раз эмоции, а смотреть на них отстраненно, не участвовать в каких-то эмоциях. Вот почему, может быть, даже какая-то смена конфигурации, у кого-то смена, как смена законом, может быть, вот в ближайшее время. Или ведь башня – это всегда какая-то структура, порядок. Вокруг вас может меняться порядок. Это может быть связано с какой-то вестью, которую вам принесет буквально какой-то человек. У кого-то это может быть даже по работе, потому что по рыцарю мечей, ну, иногда приходят проверяющие. Или когда мы слышим новость, вы услышите, что может быть какая-то трансформация именно по части вашей работы, потому что структура это может говорить, меняется руководитель, меняется характер работы, меняется порядок работы. Может быть, и вы сами что-то будете менять. Но тут именно перемены идут к тому, чтобы для вас открыть новые возможности по финансам. Здесь точно нужно будет как-то вдумчиво относиться, ну, может быть, к способам заработка. Иными словами, вот карта мага и по аркану маг, ведь это всегда деньги есть, мои дорогие. Но получение этих денег, оно проходит, или, скорее всего, когда мы учимся, да, их где-то зарабатывать, или, может быть, разные способы дохода используем, да, но вот так вот вдумчиво. И карта маг, она не говорит о тратах, потому что у мага всегда есть какая-то цель. Поэтому, знаете, когда мы словно меньше всего думаем о финансах или меньше тратим, может быть и так, они у нас либо каким-то образом кумулируются, либо вот идея, по крайней мере, или что-то, вот знаете, цель какая-то, а у мага всегда есть цель. Тогда вот если вы цель буквально перед собой поставите, какую-то, понимаете, как выделите что-то очень важное. Вот
период сегодняшнего дня и ближайшего времени, и будете к этому продвигаться. Постепенно все остальные сферы жизни, ну, по крайней мере, финансовая, она как будто будет подтягиваться к этому. Или, может быть, даже если хоть камни с неба, вы можете себя поблагодарить действительно, что именно так все сложилось, и вы благодарны судьбе за это. Что же будет дальше? Выборы какие-то неизбежны, мои дорогие. И этот выбор, завязанные глаза. Этот выбор нужно делать, знаете, вот интуицией, сердцем словно. С другой стороны, нужно и посмотреть объективно на какую-то реальность. Мы не можем закрывать на что-то глаза. Это в ближайшее время. Поэтому, знаете, вот я часто говорю осознанность. Когда мы не делаем что-то на автоматизме. Это, кстати, про мага. Он не делает, как всегда. У него постоянно новые методы. Поэтому эти методы неожиданны для окружающих. Поэтому его и воспринимают как маг. А он никому ничего не говорит, не афиширует, что он собирается, намеревается делать. Вот где-то карта вам дает совет. И теперь понятно почему. У вас будет или к вам будет приходить очень много разрозненной информации. Тут действительно приготовьтесь к тому, что вокруг будут у вас люди самые разные. И причем информация и люди. Есть тот круг, кому вы можете доверять, но есть и те, которые как тень на плетень. Или те, которым ну никак нельзя доверять. Вам придется ну, вот какой-то аналитикой по части информации заниматься. И знаете, как не искать какое-то окончательное решение, чтобы успокоиться. Вот примите это к сведению. Потому что вот этот информационный поток или информационный хаос, вам придется в нем еще какое-то время проживать. Вот именно его, может быть, как кармическая задача, вам придется прорабатывать и у себя каждый раз спрашивать, мне это может быть полезно или для чего это идет в мою жизнь. Потому что этот выбор нужно все-таки и где-то в реальности находиться и делать сердцем. Сердцем понятно, чтобы тут не впасть в какую-то ненужную глубокую философию или депрессию, нам как раз реальность помогает. Когда критически мы видим, какие мы действия сами предпринимаем, ну и каково это, или как это вообще проигрывается с какой-то внешней ситуацией. Честно говоря, ничего мне не понятно. Ладно, давайте пойдем дальше. Старшие арканы, а вокруг неразбериха. Хотя ведь нам говорит первая карта, ты не волнуйся даже. Вот тут и напоминает какой-то бардак, правда. Но, видимо, королеве Пентаклей суждено стать магом. Притом, при всем, что словно рушится, а я должна сказать, добавить, что ведь по аркану башня это прообраз тюрьмы. Старой тюрьмы, которая уже дала трещину, но рушится от попадания молнии. И это опять же какая-то структура. У кого-то смена, ну, может быть, даже, вот как я проговорила, подзаконные акты или как раньше были барьеры, да, ну вот как тюрьма, ограничения. А вот теперь эти ограничения рушатся, может быть и так. И у кого-то будет от этого зависеть, что собирались вы в одно место, а теперь вам пространство откроет новую возможность, другое место, может быть, о которой вы раньше могли только мечтать. И вам придется себя быстро перестроить. Тут явно вам придется себя быстро перестроить. Но это так, если подытожить и суммировать. Ладно. Так чем же там дело кончится? Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Карта мага, карта силы. Вот это и есть карта критического мышления. Это когда мы, конечно, словно льва причесываем в себе, да? У нас тут львиная грива у девушки как будто половину лица занимает. И лев– это прообраз тоже нашего эго. Мы с чем-то не будем согласны, вы, мои дорогие. Но, видимо, я уже где-то об этом сказала, но многократно возрастает ваша сила. У вас действительно будет какой-то человек, может быть, человек сложный. И тем не менее, как будто выбор невелик. Много людей, но больше это будут вас окружать какие-то люди, события, вот этот движ или передвижение. Или, знаете, как кто-то приходит в вашу жизнь, и как пришел, так и вышел, что называется, прохожие. Таких будет очень много. Но на кого вы можете, может быть, опереться? Это будет только один человек, я так вижу. Вот за этот период, ну,
Так или иначе, словно ваша сила возрастает. Это сила и намерений, ведь энергетика где-то как у мага. А может быть, это буквально вам придется в каких-то сложных даже ситуациях выходить сухим из воды. И вам тогда будет помогать дипломатия. Именно сейчас, словно вот чем дело кончится, вы должны набрать вот эту силу, прежде чем будете выруливать на обгон. Чем дело кончится. Приготовьтесь к тому, что вам придется изучать что-то. Это такой своего рода экзамен. Может быть, это у кого-то как смена работы, работа в команде. Или есть вот эта команда, которая, ну, не все люди, на которых можно понадеяться. Есть какой-то разброд шатания, и, может быть, вы сталкиваетесь с теми людьми, которые очень сложно переживают вот этот момент. Вас ведь могут видеть здесь человеком более чем ресурсным, согласитесь. И кто-то может рассчитывать на вашу помощь. Я такое не исключаю. Может быть, это видит вас, потому что, королева Пентаклей, она богата на идеи, в этом она похожа на карту императрица, потому что она умеет сказку сделать былью. И вот здесь по аркану сила, когда вы как раз какую-то вашу идею можете воплотить в жизнь, но вам для этого, может быть, понадобится как команда ваша или более надежные люди. Хотя нам ведь не сказали о том, что надежные люди. Может быть, это вам придется кого-то организовывать даже на что-то или с кем-то договариваться, но это карта еще и жизненного экзамена. Однако я также не исключаю, что, как я сказала в самом начале, когда мы достали эту карту, нужно что-то изучить. У кого-то язык, а у кого-то, может быть, язык программирования. Потому что вот как эти карты, да, колесница и шестерка мечей. Ведь тут мы отплываем от прежнего берега, где ничто не растет. И по карте тройка пентаклей мы изучаем не ради любопытства, а потому что новые знания или новые какие-то ресурсы, может быть, кто-то буквально будет изучать профессию, ремесло, ту, которую можно за короткий срок освоить, потому что это как вашу силу укрепляет и возможности вам добавляет. Вот тут даже изучения, которые будут для вас, кто-то действительно будет менять работу, потому что ну, может быть, организации, как будто там происходят, перемены, трансформации, в которых вы прежде работали, и вам нужно себя либо работу искать, либо на новый лад как-то настроить. Может быть, это даже у кого-то из вас связано с тем, я такое допускаю, что вам могут предложить ту должность даже для кого-то и так. Но это потребует еще определенного, как адаптации и изучения все равно чего-то. Но это действительно экзамен жизни. Чем дело кончится? Какая-то ситуация вот по этой башне, она может вызвать в вас, знаете, как, ну вот говорят иногда, что я оторопел, когда услышал какую-то новость. Вот что-то подобное по четверке кубков и четверка чаш, да. Тут надо будет рассматривать и не упустить какую-то возможность. Тут действительно кризис всегда возможности. Карта трансформация. Тут не происходит что-то случайно, а словно вам дают кубок, да, или вот эту наполненную чашу. А наша девушка смотрит в никуда. К вам идут какие-то возможности. Причем таким путем, как мы это не ожидали. И если у нас даже происходит в жизни вот эта башня, как что-то ломается, мы можем замереть. Вот как эта девушка, она вообще в никуда, в пространство просто смотрит. А тут нужно, вот не случайно нам карта говорила, что нужно снять эту повязку, понимаете, словно не каким-то там замыленным взглядом смотреть, а правильно оценивать, что происходит вокруг нас. Осмысленность какая-то совершенно необходима, чем дело кончится. Мы рискуем застрять в этой подвешенной какой-то ситуации. Хотя карта ведь говорит нам о чем? Человек сам себя перевернул, потому что он ищет выход из какого-то жизненного тупика. Мы можем и подзастрять вот в перевернутом состоянии. Поэтому карта нам говорит, что нет, вот должна какая-то двойственность прекратиться. Или какая-то пауза, тебе все равно придется самому или самой принимать важные решения. Это за тебя никто не сделает, и это где-то тебе, вам по судьбе, мои дорогие. Карта колесницы, старший аркан, аркан мага и повешенный. Повешенная карта, конечно, может говорить о сложных отношениях.
Или о сложной ситуации. Но ведь это всегда тупик. Вот мы ехали и куда-то приехали, да, к этому Т-образному перекрестку. Налево или направо. Впереди стена, мы не можем продолжить той же концепцией наш путь. Но иногда эта карта будет говорить и о жертвенности, мои дорогие. Вот вы не должны стать заложником чужих желаний, может быть, и манипуляций каких-то, потому что тут или мы рискуем неправильно как-то проработать информацию, которую мы услышим, или понадеяться, или думать, что оно как-то разберется само. Тут не будет само. Вам придется принимать какое-то однозначное решение. Ну, вот так. Чем дело кончится? Нечего добавить. Мало того, что как становление мага, так и переход из этого состояния, да, посмотрите, императрицы выпадает. То есть была королева Пентаклей, а теперь смена статуса, мои дорогие. Это карта, символ нового «я». Императрица тоже рассчитывает сама на себя, и карта нам об этом говорит. Поэтому, знаете, может быть, в вашей жизни складываются какие-то события, может быть, и они связаны с людьми. Пусть это связано с документами или обстоятельствами, чтобы вы себя научились ценить так, как должно. Хотя здесь может быть и история личного характера, когда очень сложно договориться с каким-то человеком. Как будто нашей императрице нужно не только из тупика выйти, но и, знаете, привести мысли в порядок. Четверка мечей мы складываем оружие, но мы словно избавляемся от ментального мусора. Мы наводим порядок в нашей жизни, имеется в виду буквально, но это не должно стать на паузу. Не говорить самому себе или самой себе, что я еще немного подожду. Вам правда, как бы тут сложная какая-то ситуация, когда мы не можем, понимаете, и не должны где-то обострять отношения, мы не должны устраивать себе такую явную с кем-то конфронтацию. Тут, скорее всего, баланс, ведь, по сути дела, карта силы– это карта баланса внутреннего и дипломатии. Ну и императрица– великий дипломат, потому что это и единственная, которая умеет договориться с самим императором, может быть, даже не сговорчивым. Может быть, и вам придется искать какие-то альтернативные варианты, чтобы оформить те или иные документы, но на кону ваш статус, мои дорогие. Для кого-то поездка, она не отменяется, откладывается. Или я могу такое допустить, что эта поездка, ну, как меняет маршрут. Собирались в одно место, а поедете в другое. Здесь будут перемены, они как будто неизбежны. Поэтому решиться и решить и решиться. Вот это как будто дело не кончится без вашего решения. Ладно, а чем сердце тогда успокоится, если вы примете однозначное решение? Причем это всегда что-то альтернативное. Это не так, как прежде мы поступаем или используем прежние методы. Может, вам и придется договариваться. Может быть, какие-то компромиссы, вы, мои дорогие, вам придется искать. Но, наверное, есть в медицине такой самый главный принцип. Ну, по крайней мере, раньше нас так учили. Не навреди. Принцип Побудкину называется. Вот, глядя на наш расклад, так и хочется сказать, с учетом карты императрица, не навредите сами себе. Не должно быть паузы какой-то затянувшейся, она вам явно не помогает. И не должно быть какой-то прокрастинации, когда мы неизвестно куда смотрим. Вот, видимо, это реальность, вы ее должны как-то по-новому увидеть. И хорошо, и тогда чем сердце успокоится? Ну, может быть, в ближайшее время. Много будет у вас новостей, посмотрите. Сердце успокоится тем, что вы получаете еще какую-то новость, получаете документ, может быть, какое-то решение. Я могу допустить, что кто-то из вас, вот по аркану повешенного, какой-то альтернативный вариант попробует предпринять. И вы увидите, что да, где-то это срабатывает. Но следом вам еще раз придется подкорректировать какой-то план. Может быть, документ, мои дорогие, с кем-то встретиться, договориться. И вот, может быть, две четверки. Вам как будто вот с учетом аркана повешенного вам нужно однозначное какое-то решение принимать. И как только вы его примете, словно вам откликается вселенное, пространство, потому что по восьмерке жезлов
Это тоже карта отчасти трансформации в некоторых колодах прописаны. Но мы знаем, что это карта скорости, быстроты, получения какой-то скорой информации, известия, конкретно документа. Вот, значит, что-то вы такое получаете, чем сердце успокоится. Старший аркан умеренности. Здесь все как-то стабилизируется. Давайте еще раз достанем другую карту. А вот смотрите, тут их две. У вас должна закончиться какая-то вот эта, да, карта внутренних страхов, карта искаженного восприятия. Словно тут справедливость должна восторжествовать для вас. Может быть, и действительно это отчасти связано с документами, чем сердце успокаивается. Вы знаете, вот смотрите, сначала карта скорости, чем сердце успокоится. Вам, скорее всего, у вас будет, с учетом аркана умеренности, и не совсем в этой колоде. Потому что есть колода, ну, я как-то в одном из своих прогнозов говорила, второй иллюминатов, там аркан умеренности, связан с тем историческим фактом, когда, это было много столетий тому назад, король династии мировингов Хлодвиг, король франков, воевал с готами, и вышло так, что он был зажат вместе с войском между рекой Рейн и войском готов. И погибель была неминуема. Ну, наверное, на то он и был король, что он, вот это для чего нам дается эта умеренность. Умеренность – это не то, что все поставили на паузу, сижу и жду. Нет, это хладнокровное спокойствие, это аналитика. Но это, знаете, когда мы не дергаемся, не психуем, не нервничаем. Вот это вам будет помогать, потому что вот у вас карта быстрых каких-то смены событий, получения информации, а рядом аркан справедливость. Вот тут вам словно судьба, ведь иногда это карта кармы, дает какую-то возможность. И вы, как вот этот Хлодвиг, он нашел в себе силы, вот по умеренности, да, сконцентрировал себя на осмыслении, что же происходит, что я могу предпринять. Ответственность была, да, за целое войско. И он, прогуливаясь по берегу, обратил внимание на то, что болотный рис растет вдоль берега и уходит вглубь реки. Хлодвиг знал, что эти мелкие цветы растут на мелководье. И он предположил, ну хорошо, раз вглубь реки уходит, стало быть, могу переправиться вброд. И кто-то бы сказал, ты что, сумасшедший? А он так и сделал, спас войско. И сегодня мы знаем, во многих религиях геральдическая лилия, она присутствует, причем идет из глубины веков. Некоторые символы с нами остаются надолго, а некоторые на время к нам приходят. Но вот где-то этот аркан, то есть вот сама по себе, вот представьте себя этим Хлодвигом, когда нам дает подсказку Вселенная, такую, которая мы можем отмахнуться, сказать, да нет, это мне показалось. А на самом деле это какой-то единственный вариант. Вот у вас что-то подобное. Этим сердце успокаивается. И тогда будет праздник, мои дорогие. Чем сердце успокоится. Влюбленное. Конечно, отчасти нам тут будут говорить, что вы можете оказаться в каком-то месте, как я уже неоднократно говорила, и ваша жизнь как будто там будет, ну, может быть, отчасти это выбор, но тут какой-то праздник будет, понимаете? Я не исключаю, что для кого-то из вас смена статуса может произойти даже в личной жизни. Или это, знаете, пусть через финансовую какую-то историю, да? Все-таки аркан императрица очень емкая карта. И финансовое благополучие для императрицы на первом месте, чтобы себе, опять же, не навредить. Мы можем чувствовать или, может быть, встретить какого-то человека. Нам придется еще договариваться, ведь сепарация только иллюзия, говорит нам эта карта. И там чем же сердце успокоится? Вы какие-то важные выводы будете делать, мои дорогие. Может быть, по человеку или по какому-то вопросу. Для кого-то из вас это словно оказаться в месте безопасности и суметь себе сказать, я сделал все, что мог, или сделала все, что могла. Тут явно будет какая-то развязка, видимо, просто у каждого свой какой-то выбор. У кого-то, может быть, вы сумеете решить вопрос, а кому-то нужно просто, вот как я говорила, выйти сухим из воды. Или какая-то конфигурация меняется вашего дела, и так или иначе вы все равно с чем-то определяетесь. Потому что, может быть, вы оказываетесь в каком-то месте,
Или пусть это будет связано, опять же, с развитием вашего вопроса, когда вы спокойно себе можете сказать, словно расставив все точки над «и». Я сделал или сделала все, что мог. И сохранить силы на будущее. Вот мне интересно, а чем еще сердце успокоится? Победа? Хочется добавить альтернативная, мои дорогие, победа. Не такая простая, но нам вот и карты говорят. Но явно оптимизм. Смотрите, может быть, не участвовать, вот вы будете на выборе. Может быть, вот это ракан влюбленная, а следом девятка жезлов. Ведь это карта великой мощи в герметической колоде Таро. Это когда мы набираем силу. Но эту силу нужно хорошенько подумать, к чему применить. Иногда бывают вещи в нашей жизни, которые следует, как будто, может быть, и удерживать, да, или, ну, для себя какое-то, тем не менее, плата, да, благополучие построить. Но иногда бывают те вещи, которые нам нужно отпустить. Вот по этой карте мы должны как раз такой сложный выбор и делать, по сути, делать. Отпускать или оставлять. Это, знаете, сродни уйти нельзя остаться, согласиться нельзя отказаться. Вот чем дело заканчивается? Тут заканчивается еще раз каким-то выбором вашим. У вас серия идет таких событий, когда скучать будет некогда, когда будут влиять на вас и люди, и новости какие-то, которые вам придется как информацию фильтровать. Может быть, и вам очень много каких-то перемещений, важных контактов предстоит совершить. Вы как будто должны словно найти вот эту свой фарватер или свою, знаете, как тропинку судьбоносную, и пройти по ней очень аккуратно, вот как я говорила, по аркану Луна. И за этот путь вы себя должны научиться сохранять. Может быть, кто-то создаст или подпишет какие-то очень важные документы. Здесь всегда ведь справедливость, карта причины и следствия, мои дорогие. Снова повторюсь, какая-то ситуация не случайна в вашей жизни. И здесь, если вы сделали что-то очень хорошее, вот я всегда говорю по этой карте, пусть руками других людей, но помощь к вам приходит. Какие-то двери у вас, ну, вовремя откроются, понимаете? И не надо заранее себе программировать, вот я хочу, чтобы эта дверь открылась и вот та, а вот это не хочу. Тут нужно быть, знаете, вот есть такая фраза, на стреме, ну вот где-то так. С низкого старта успеть быстро что-то, куда-то, может быть, и съездить, с кем-то встретиться, переговорить или, наоборот, разузнать, может быть, буквально, как работает закон. Или подключить какого-то юриста. Мы ведь все разные, мои дорогие. Но это вам возможность, которая вам может показаться на первый взгляд тоже как своеобразный выбор. Но, видимо, делайте этот выбор сердцем и одновременно учитываете ту реальность, которая отчасти, может быть, и по закону есть, потому что это мечи, интеллект. Иногда изображают именно как порядок или какую-то процедуру, которая предусмотрена. И, может быть, тут такая двойственная, да, так тоже бывает. Может быть, у кого-то идет вопрос между медиаторством, да, как мы договоримся, и буквально заседаниями суда. Ну, и мы же все разные. Ну, вот смотрите, будьте готовы к каким-то компромиссам и альтернативным вариантам, потому что от этого зависит ваша победа. Вам будет помогать пространство, Вселенная. Слушайте свою интуицию, все то, что я говорила по аркану умеренности, потому что словно судьба, несколько поворотов таких судьбоносных еще впереди для вас приготовит, и вам это, знаете, как, ну, кто водитель меня поймет, словно слепой поворот. Поэтому, когда мы в слепой поворот входим, мы где-то внутренне готовы, что мы пока не видим, что нас ждет за этим поворотом. Но съехать с дистанции, сойти мы не можем. Поэтому держите осанку на любых поворотах, мои дорогие. Перекладывайте на себя, но победу карты вам говорят. Более того, всегда шестерка жезлов нам говорит, тебе ее потом придется удерживать, ты не расслабишься. Поэтому вот на какую-то долгую дистанцию так себя соберите, сориентируйте. Ну, видимо, вот эта двойственность, она должна закончиться. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала, за то, что вы
читайте мои публикации. Мне, правда, искренне очень приятно за наше общение в Телеграм. Мне тоже очень приятно. Всячески благодарю вас за то, что вы мне передаете свою эмпатию. Вы мое вдохновение, это правда. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки я оставлю под видео, ну или переходите на главную страницу. И я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.